Легенда башни Черной Девы. Поезжайте из Пномпеня на юг, в сторону города Такео, и на полпути слева от дороги увидите буддийский монастырь. Это монастырь башен Черной Девы. Башни Черной Девы стоят на западной стороне монастыря, перед западным его входом. Сложены они из камня. Каждая башня десятиметровой высоты и имеет коническую форму наподобие ступы. Вот что рассказывают об этих башнях. Когда-то давно был могущественный король Сурьявар Мадева, что означает «бог солнечной династии». У короля была дочь, ее называли благородным именем Черная Дева. Жили они на горе Чхисор. На вершине горы стояли 5 башен, а между ними были вырыты 4 озера. Озеро Гонок, Сухое озеро, Полное озеро и озеро Протрун. Это местное название породы дерева. Когда принцессе исполнилось 16 лет, она превратилась в самую прекрасную девушку в королевстве. Однажды после полудня она пошла погулять к озерам. Король велел служанкам ни на шаг не отходить от принцессы. В то время в деревне на западе от горы Чхисор, недалеко от тропы, ведущей к озеру Протрун, жил лекарь по имени Чри. Он был красивый и сильный юноша, да к тому же умный, потому что изучал магию и священное писание. Однажды Чри вышел погулять, чтобы отдохнуть от мудрых книг, и увидел черную деву. Она спускалась с горы, а за ней шли ее служанки. Как только Чри взглянул на принцессу, он тут же страстно влюбился в нее. «Какой счастливый день!» – подумал он. «Сегодня я увидел прекраснейшую из женщин, но я бедняк, сын простого отца, а она принцесса. Нам никогда не быть вместе». И влюбленный лекарь стал думать, как ему быть. Если пойти к королю и попросить принцессу в жены, король сразу же казнит меня. Любовь его росла и не давала ему покоя. Если король и казнит меня, тем лучше, стал думать молодой лекарь через несколько дней. Но прежде чем идти к королю, он решил испробовать другое средство. Сорвал с дерева лист, подул на него и пошептал магические слова. Потом забрался на дерево и стал дуть на лист, как будто это была флейта. Чудесные звуки понеслись во дворец и проникли в сердце королевской дочери, и она потеряла покой. Принцесса не могла понять, что с ней. «Я принцесса, и каждый день я слышу музыку, но никогда мне не было так смутно и беспокойно, как от этой непонятной песни». И она все время думала об этом, а песня листа все больше завладевала ею. Принцесса так растревожилась, что решила наконец: я должна пойти на звуки этой мелодии и найти того, кто их издает. И принцесса отправилась на поиски. Вскоре она увидела юношу, влюбилась в него, и между ними завязалась беседа, которую обычно ведут влюбленные. Расставаясь, они договорились встретиться снова. Принцесса так сильно мечтала о своем возлюбленном, что служанки подумали, не помутился ли у нее рассудок. Они пошептались и решили следить за своей госпожой. На другой день принцесса опять пошла на прогулку. Подошла к условленному месту, велела служанкам ждать ее, а сама побежала к своему возлюбленному. Они бросились в объятия друг друга, бедный юноша и принцесса. Любовь помогла им забыть обо всем на свете, и они предались своим чувствам. Служанки долго ждали свою госпожу, а она все не появлялась. Тогда они заподозрили недоброе и пошли за принцессой. То, что они увидели, поразило их, как гром. Они бросились к королю и все ему рассказали. Король разъярился. Он кликнул палачей и повелел им: «Приведите сюда мою дочь и сейчас же казните ее». И тогда королева, мать принцессы, стала просить короля: «О, прости ее, ведь она наше единственное дитя. Даже если это тяжкий грех, я прошу тебя, не убивай ее, ведь она любит. Накажи, выгони из дворца, но не губи ее». Король послушался жену. Он позвал главного сановника и велел построить недалеко от своего дворца 2 башни с переходом из одного в другую. И когда башни были готовы, король заточил туда черную деву. С того дня принцесса жила в горе и одиночестве, отгороженная от всего мира.
Но самое страшное, она была навсегда оторвана от своего любимого и ничего не знала о нем. В те времена в провинции Токио поселился Пхикхо, постигший искусство магии. Звали его Кео. Там, где он поселился, не было воды, и он подарил жителям ближней деревни родник. Этот родник с тех пор так и называют – родник Кео. Вскоре слухи о всемогущем Кео дошли до Черной Девы. Она и спросила у отца позволения посетить святого Пхикхо. Ей захотелось рассказать ему свою печальную историю и узнать предсказания о своей судьбе. Слуги подготовили для поездки королевского слона в знак почести к святому, и принцесса отправилась в путь. Она приблизилась к святому и опустилась перед ним на колени, а пока она опускалась, глаза ее увидели, что под плащом Пхикху скрывается красивое и сильное мужское тело. Ее сердце истосковалось по возлюбленному, которого она потеряла навсегда, и она влюбилась в святого Кео. И тогда черная дева без утайки поведала святому все свои радости и печали, словно они были уже давно знакомы. Она рассказала Кео свою судьбу, будто объяснилась ему в любви. Кео заметил это, и голос его стал нежным, а слова ласковыми. Черная дева поняла, что всем ее несчастьям скоро придет конец, и от одной этой мысли она стала прекрасной, как богиня. С этого дня и Кео потерял покой. Он не мог больше читать Святое Писание и, как ни старался, не мог изгнать из своего сердца черную деву. Вскоре принцесса снова посетила святого Кео. Она преклонила перед ним колени и попросила благословить ее на будущее счастье. Пока Кео произносил слова благословения, принцесса пустила в ход все свои чары, чтобы обольстить его. Потом она сказала: «Я надеюсь, мой господин тоже будет счастлив». Принцесса вернулась в свою башню, но любовь к святому не давала ей покоя. Она послала к нему слуг и просила навестить ее. Кео обрадовался этому приглашению и тут же отправился к Черной Деве. Он не мог уже заслониться от любви к ней никакими святыми писаниями. Черная дева приготовила для гостя много всяких изысканных кушаний, но Кео не мог ничего есть, и черная дева поняла, что он любит ее. Тут и она открыла ему свои чувства. «Я прошу моего господина отказаться от монашеской жизни», — сказала она. Эти слова заставили Кео покориться всемогущей силе любви. Он забыл о святых писаниях и остался с черной девой навсегда.